Мышонок Тим. Меня обижают в детском саду. Наступила осень. Мышонку Тиму снова пора в детский сад. Тим очень рад. В этом году он пойдет в новую группу. У него будет новая воспитательница и, конечно, появятся новые друзья. Тим с радостью собирает свой рюкзачок. Он положил туда носовой платочек, зубную щетку. А еще мама дала ему пончик. «Спасибо, мамочка!» – обрадовался Тим. В новой группе дети немного старше Тима. Они болтают и громко смеются. Мышонок даже не все понимает, о чем они говорят. Тим думает, что они очень умные и вообще классные. А какие у этих ребят бейсболки! Тим тоже хочет такую. Но еще больше ему хочется, чтобы старшие ребята с ним подружились. «Здравствуйте», – ромко говорит Тим. «Давайте играть в мяч». «Ха-ха-ха!» – смеются большие ребята. «Ты думаешь, мы будем с тобой играть? А бейсболка у тебя есть? Мы играем только с теми, у кого есть вот такие классные бейсболки, как у нас. Уходи, малявка, беги возись с малышами». Тиму очень обидно. Но почему они с ним так? Почему не хотят даже с ним играть? «Я не малявка, я уже большой!» – кричит он. «Почти такой же большой, как вы!» Все садятся обедать. И тут ура! Большие ребята наконец позвали Тима. «Эй ты, иди сюда! Покажи, что тебе дали с собой. Пончик? Здорово!» Тим с гордостью показывает, что ему дала мама. И тут самый крупный из ребят схватил пончик и подбросил его к потолку. «Отдай, это мое!» – пискнул Тим. Но тот только оттолкнул Тима, поймал пончик и откусил. Вкуснятина! Тим сидит один в уголке. Ему очень обидно. «Не расстраивайся, Тим. Не обращай на них внимания», — говорит Джоли, самая добрая девочка в группе. «Они просто глупые. Меня тоже обижают. Вон те девочки с розовыми бантиками. Они так хвастаются своими бантиками. Ужас!» «Ты не понимаешь. Я хочу быть большим и сильным», — кричит Тим. «И чтобы они поняли, что я большой и сильный». Весь день у мышонка Тима плохое настроение. Он на всех сердится. Ему кажется, что никто его не любит и не понимает. От злости Тим портит сестренкину игрушку. «Тим, что ты делаешь?» Мама очень сильно разозлилась, а сестренка Тима горько плачет. «Все, ты наказан». «Ну и пожалуйста», – ворчит Тим. А на следующий день в детском саду старшие ребята забрали у Тима его плюшевого мишку и изрисовали фломастерами. «Ха-ха-ха, это Мишка-монстр!» – хохочут они. «Забирай своего монстра и иди играй с малышами!» Тим чуть не плачет. Он не знает, как за себя постоять. Он-то считал себя взрослым и смелым мышонком, но сейчас чувствует себя маленьким и беззащитным. Если бы воспитательница видела, что произошло, этим безобразникам было бы не до смеха. Но она не видела. А Тим молчит. Вечером Тим вспомнил все обиды и расплакался. «Мама, я не хочу в детский сад. Там все плохие». И Тим наконец рассказал, как его обижают. «Ну подумай сам, Тим. Плохие-то не все, а только эти ребята. Держись от них подальше», — говорит мама, отстирывая любимого мишку Тима.
А я завтра поговорю с воспитательницей. Вот увидишь, она обязательно что-нибудь придумает. Нельзя обижать младших. Это очень плохо. Запомни, Тим». Теперь Тиму уже не так грустно. На другой день Тим смело шагает в детский сад. И вдруг он заходит в группу и видит, как старшие ребята обижают самого маленького, Топси. «А ну-ка прекратите!» – кричит Тим и встает перед Топси. «Иначе я вам всем покажу!» Топси вцепился в Тима. Он очень рад, что тот за него заступился. А большие ребята ужасно удивились. «Надо же!» – думают они. «А этот Тим сильный и смелый. Надо его взять в нашу компанию». Но мышонок Тим уже понял, что такие друзья ему не нужны. Добрая Джоли, маленький Топси и Тим взялись за лапки и пошли прочь от хулиганов. «Ты еще пожалеешь! Ты даже не представляешь, что мы придумали! Это будет самое классное развлечение!» – зазывают его большие ребята. «Развлекайтесь без меня», – твердо говорит Тим. «У вас свои дела, а у меня свои». И вот какое развлечение придумали большие ребята. Пока все были на прогулке, они устроили настоящий тарарам в столовой. Ха-ха-ха! И они вылили молоко на пол. Хе-хей! Стали скакать по столам. Ого, мы самые старшие и никого не боимся. Они думают, сейчас малыши придут завтракать и сразу поймут, какие мы взрослые и классные. Но они ошиблись. Никто ими не восхищался. А воспитательница страшно рассердилась. «Сейчас же берите тряпки и убирайте за собой», – сказала она. «А уж если я увижу, что вы задираете малышей...» Вот так хулиганы сами себя наказали. И пока Тим играл с друзьями, они наводили порядок в столовой. Как видишь, Тим молодец. Он всем доказал, что он большой и сильный. Ведь быть большим – это значит защищать малышей и поступать правильно.